Как любой человек, у которого есть розетка в гараже, я тоже задавался вопросом, а не купить ли что-нибудь, что туда можно присунуть? Началось с простого: купил электросамокат, электровелосипед и электрическую зубную щетку, а закончилось покупкой электроскутера. Разумеется, несколько лет назад я присматривался к электромобилям, но с ними быстро стало понятно, что окупится эта затея только если электромобиль много эксплуатировать. С моими небольшими автопробегами это глупая покупка. Начиная где-то от 60 тысяч евро, да, можно смотреть премиальный электромобиль, а, например, за 40 тысяч любой электромобиль на голову ниже по комфорту бензиновых моделей в той же ценовой группе. С электромотоциклами сначала произошла похожая история. Первый электромотоцикл, который я брал на длительный тест, Energica SS 9+, 2020 года выпуска с туристическим пакетом Horizon. Пока крутится камера, попробуйте догадаться, сколько стоит. Готовы? Порядка 25 тысяч евро, как любой топовый адвенчер в полной комплектации с кучей аксессуаров в нагрузку. Большинству бренд Energica ни о чем не говорит, но вообще в электромотоциклах до недавнего времени можно было выделить две премиальные марки: итальянскую Energica и американскую Zero. Совсем люксовых электромотоциклов хватает, но эти две марки хотя бы были на слуху. И если Zero с натяжкой можно назвать топом, в том смысле, что у Zero есть и дешевые овощные модели с подсредственной начинкой, и это скорее предпремиум, то все мотоциклы Energica заряжены с очень-очень дорогими комплектующими. Для понимания, с 2019 года существуют гонки Moto E как дополнение к MotoGP, где гоняют на супербайках и электричках. Первые 3 года Energica была эксклюзивным производителем электробайков в этой дисциплине. С 2023 года эксклюзивное право переходит к Ducati. Первые несколько лет Energica выпускала только электрические супербайки, что рифмуется с маркой Lightning. Потом появился Naked с эргономикой спорта, и только через 5 лет появилась модель SS 9 с прямой посадкой. У меня на тесте модель SS 9+. Плюс в названии подразумевает версию с большой батарейкой на 21,5 кВт в час, что в городском режиме дает мотоциклу запас хода в 420 км. На момент выхода не было ни одного электромотоцикла с сопоставимой автономностью, да и сейчас таких дальнобойных мотоциклов пара штук. Ну и раз это первый электромотоцикл, который можно использовать в туристических целях, под него сделали пакет Horizon. Вот этот весь колхоз на мотоцикле со стеклом, кофрами Гиви с отдельным ключом, защитой Rock Barbusters и так далее, это не самоделка владельца, если что. С пультами то же самое. Это стандартные пультики для итальянских мотоциклов, которые можно увидеть и на Aprilia, и на MV Agusta, и на некоторых Zero. Здесь они выглядят инородно, да и эргономика так себе. Особо убивает круиз-контроль на правом пульте. До кнопки включения, она же установка скорости, физически палец не достает, при этом кнопку еще надо зажать на секунду-две для активации. Если включена рекуперация, нельзя отпустить газ ни на секунду на трассе, срабатывает рекуперация с сильным замедлением, поэтому до правого пульта приходится тянуться левой рукой. Вас наверняка интересует, можно ли уже путешествовать на электромотоциклах. Что ж, с точки зрения мотоцикла, у которого до сих пор один из самых больших запасов хода, расскажу. Кстати, новый большой адвенчер Energica Xperia основан на двигателе SS 9+, с той же батарейкой, поэтому все идентично. Главное, что нужно знать об электричках, запас хода катастрофически меняется в зависимости от скорости. Как, например, с литровым ДВС. Мотоцикл в городе ест литров 6, на тихой трассе 5, на магистрали те же 6, и если на все деньги ехать, ну пусть будет 8. Разброс не так, чтобы большой. Вот официальный запас хода, заявленный для Energica Xperia с огроменной по меркам электробайков батарейкой 22,5 кВт в час. Упс, ладно, в принципе на моей шадовке бака хватало на 200 км с копейками, что не помешало съездить в Индию. Но и с этими цифрами не все так просто. Я на Energica много времени провел во всяких тестах, и вот что получилось. В европейском городе он действительно проезжает 400 км, что ошеломляет на фоне других электромотоциклов и скутеров. В городе просто забываешь о зарядках, как на хорошем туристе. И тут смысл в том, что эта модель подходит не только для владельцев гаража с розеткой, но и живущим в квартирах. Раз в неделю съездить на зарядку несложно. Где-то на 100-110 км в час Energica проезжает 200 км с копейками, тоже неплохо для электрички.
А знаете, сколько проезжает этот же мотоцикл на скорости 140 км в час? Всего 100 км. Перевожу с киловатт на русский. Раз в полчаса на магистрали вы должны заезжать на заправку. И это касается всех электромотоциклов. Когда видите эти волшебные числа на сайтах, там еще где-то приписочка, что такой запас хода можно достичь на скорости 25 км в час в задушенном режиме мотора. Я сейчас не утрирую. Если есть данные стандарта VMTC, чуть проще, но нужно знать несколько нюансов. Проблема в том, что вы видите в техническом листе одно число VMTC, но разные мотоциклы сдают разные нормативы в зависимости от максимальной скорости, причем не реальной, а заявленной производителем. Есть целая линейка классов, и, например, мотоциклы и скутеры с максимальной скоростью от 115 до 130 км в час проходят серию тестов VMTC с общей средней скоростью в районе 45 км в час. А мотоциклы с максимальной скоростью выше 130 км в час проходят те же тесты, плюс свой магистральный, и у них средняя скорость получается около 65 км в час, а у мелких мотоциклов средняя скорость вообще 25 км в час. Если с этим разобрались, есть еще нюансик. Если, например, вы знаете расход по VMTC для своего мотоцикла, выпущенного несколько лет назад, вы не сможете сравнить цифру с данными VMTC о расходе нового мотоцикла, потому что сами тесты VMTC довольно часто меняются. И сами графики скоростей, и классы мотоциклов. Например, раньше самые мощные мотоциклы были с максималкой от 120 км в час, а по новым правилам от 130, ну и так далее. Большинство электротехники имеют довольно ограниченную максимальную скорость, и не совсем корректно сравнивать расход по VMTC, например, энергики с максималкой 180 км в час с BMW CE 04, у которого максималка 120 км в час. Пока я этот ролик монтировал, наверняка что-то в стандарте поменяли. У стандарта VLTP, которым меряются автомобили, еще смешнее. В какой-то момент индийцы сказали: подождите, а нафиг там ваши тесты, если у нас ездят на других скоростях? В итоге для разных стран существуют разные тесты расхода топлива в LTP. С мотоциклами Индия тоже возникала, в итоге для слабой техники сделали дополнительную категорию в MTC. О чем мы? О зарядках. Слава богу, у энергики реально быстрая зарядка, что для электромотоциклов редкость. У мотоциклов ниже классом без быстрой зарядки батарейка наполняется часов за 5. Когда заряжаешь дома, оно действительно все равно за ночь или в течение рабочего дня зарядит так и так, но в путешествии посложнее. Например, в BMW CE 04 даже быстрая дорогая опциональная зарядка сильно медленнее, чем у энергики. От 0 до 80% заряжает больше часа при емкости батареи почти в 3 раза меньше, чем у энергики. При этом у BMW быстрая зарядка стоит без малого 1000 евро. 100 раз подумаешь, нужна ли такая опция. У энергики от 0 до 80% заряжает большую батарейку примерно за полчаса. Понятно, что я в ноль не разряжался, обычно около 20% остается, до 80% стабильно заряжает за 25 минут. Я понимаю, как это звучит. Окей, а в чем проблема заехать на зарядку на 25 минут? Кофейку выпить или перекусить? Начну издалека. Обычно указывают время зарядки до 80%, потому что последние 20% зарядка идет в медленном безопасном режиме. Эти последние 20%, что у BMW, что у энергики, будут заряжаться еще 30-40 минут. В реальном путешествии вы будете заряжаться до 80% и уезжать. И зарядку вы начнете искать не на 0%, а где-то на 30%. 30 здесь, 20 там, ровно половину батарейки вы не можете использовать в поездке, поэтому весь запас хода уменьшается еще на 2. В реальной жизни получается 50-60 км между зарядками на магистрали с остановкой на полчаса. Ирония в том, что вы физически больше проводите времени на зарядках, чем на магистрали. И это все еще речь про электромотоцикл с самым большим запасом хода. Я столько кофе точно не пью. Ирония в том, что энергика за счет безумного веса и хорошей динамики, как у честного литра, стабильна и приятна на высокой скорости, сродни турерам, но пользоваться этой скоростью вы не можете. Разок рвануть со светофора «смотри, как я могу» и все. Ездите в районе 80-90 км в час, вот это уже другой разговор, тогда хватает надолго, но непонятно, зачем нужна такая мощность, и с зарядками все равно есть много подвохов. Самый первый вопрос, что делать, если все-таки не дотянули до зарядки и встали на трассе, где отсыпать киловатт? С ДВС можно хотя бы на попутке доехать до заправки и с бутылочкой бензина назад вернуться, либо отсосать с чужого бензобака. С электрикой все, привет, либо эвакуатор, либо где-то найти генератор.
Еще электрички тяжелее бензиновых аналогов, и на руках вы эту дуру толкать до зарядки тоже не станете. Соответственно, на 30% заряда уже начинается паника. Я катался на энергике в Нидерландах и Германии. Для контекста, Голландия – это 3-я страна в мире по доле электромобилей, Германия 4-я, выше в рейтинге только Норвегия и Швеция. В общем, инфраструктура зарядок в этих странах на порядок лучше, чем в остальном мире. Зарядки все подходят, да не все. С этим проблем нет, в Google картах у электрозарядок отображается поддерживаемый разъем. Но есть нюансы, о которых я раньше не догадывался. В Испании не настолько широко развит электротранспорт, поэтому зарядки, если и есть, то сразу большие с вилками. Без вилок я вообще не встречал. В Голландии в городках распиханы компактные дешевые зарядки на большинстве крупных парковок, у которых нет проводов, только розетка. С вилкой в Нидерландах одна станция на 20 с розеткой или типа того. На автомобиле провод лежит в багажнике и даже не задумываешься об этом. На мотоцикле – проблема. Это же высоковольтный провод для быстрой зарядки, соответственно, сам провод толстенный с 2 огромными вилками и занимает примерно треть большого кофра или половину среднего, при этом провод тяжелый. А от слабых розеток, которые есть на кемпингах и в некоторых отелях, нужен другой кабель, который тоже занимает кучу места. Узнать, есть на зарядке вилка или только розетка, а никак, только смотреть через Street View. Нельзя тыкнуть в ближайшую зарядку на карте и без заморочек поехать, если у тебя нет с собой кабеля. Плюс из-за того, что большинство зарядных станций довольно медленные, да и популярные недорогие электромобили сами по себе довольно медленно заряжаются, обычный сценарий поведения автомобилистов такой. Ставится автомобиль на зарядку, и люди уходят куда-то есть или по магазинам. В итоге даже на отдельных зарядных станциях бывают ситуации, что свободных розеток нет и владельцев тоже нет, все где-то ходят. Это очень странное зрелище, на обычных заправках всегда какая-то суета, люди туда-сюда ходят. А с зарядными станциями вроде то же самое, машины есть, но полная тишина и никого рядом. И ты просто стоишь и ждешь, потому что на автомобиле несложно доехать до следующей зарядки, а на мотоцикле у тебя может не хватить заряда. Да и на автомобилях не все так просто. Сам видел, когда на быстрой зарядке все 4 вилки заняты, и сзади народ на автомобилях ждет своей очереди. Причем электромобили — это же верхушка айсберга, есть еще владельцы плагин-гибридов, вот эти больше всех нагружают инфраструктуру. При покупке полноценного электромобиля человек опирается на то, что будет заряжать транспорт у себя в гараже, просто заряжает ночью и ему хватает на пару дней. Он может себе позволить днем не прессовывать вилку. Плагин-гибриды могут покупать люди, у которых нет своего гаража, а батарейки хватает километров на 50. Поэтому владельцы вообще всегда занимают розетки возле кафешек и магазинов. При этом у гибридов чаще всего медленные розетки, поэтому за время обеда в кафе они в принципе не могут зарядить всю батарейку. Если на ДВС ты не привязан к месту, где будешь обедать, то на электричке ты конкретно привязан к местам, где есть зарядки, при этом свободные. А их не так, чтобы много до сих пор. Даже у Макдака электрозарядки не всегда есть, и они довольно часто заняты. Простая математика. Например, у ближайшего от меня Мака 80 парковочных мест, из них 2 с зарядками. При малой заполняемости эти зарядки хорошо работают в течение дня, но в час пик вероятность встретить свободную зарядку близка к нулю. При этом электрокомпании невыгодно делать много зарядных станций, которые просто будут простаивать большую часть времени. Само обустройство дополнительных зарядок стоит внушительных денег, это не поле асфальтом залить и краской полоски нарисовать. Тут не получится, как в супермаркете, сделать десятки касс и в зависимости от нагрузки добавлять и убирать кассиров. Очень важный нюанс. С электромотоциклом в путешествии ты обедаешь не тогда, когда сам хочешь и где хочешь, а подстраиваешься под время, когда нужно будет заряжать батарейку, и под место, где можно зарядиться. Или вот приехал я на единственную зарядку более-менее по пути с крюком километров 20, так там вокруг поля даже кофейку не попить. Сидишь полчаса на бордюре и тупишь в телефоне. Утром приехал на другую зарядную станцию с вилками у автодилеров, а там закрыто в выходной, и привет. Короче, на электричках пока скорее неспешный гастротуризм, чем настоящий. Сдавать норматив ЖЖ на электромотоцикле не советую. И раз уж мы про зарядки. У больших электромотоциклов авторазъем, а у слабеньких часто обычный разъем C14 на 220 вольт. Они и не предназначены для зарядки на станциях. И еще из забавного. Сейчас любой мимо проходящий дурак может на зарядном терминале нажать кнопку «Стоп», пока вы обедаете, и час псу под хвост.
Еще нужно понимать, что большой запас хода при хорошей мощности электромотора, сопоставимый с литровым ДВС, а не маломощными чехотками, это значит, что нужно иметь большую тяжелую батарейку, еще и жидкостное охлаждение в придачу. Поэтому электромотоциклы для путешествий, если ничего кардинально не изменится, будут адски тяжелыми. Например, взять SS 9+. Он выглядит как маленький Naked и воспринимается легким, но ровно до того момента, как нужно на нем повернуть. Здесь в полный рост проблема мотоциклов с очень низким центром тяжести. Он тупо не поворачивает, как должен по восприятию и по классу. Ты его уже наклонил, а эта туша хочет ехать только вперед. Аналогичный по габаритам мотоцикл с ДВС влетает в любой поворот играючи, более маневренный. Здесь вес огромный. 260 кг без аксессуаров, а версия подешевле без плюса весит 282 кг. И это очень сложно воспринять, потому что я смотрю на мотоцикл и вижу явно что-то меньше 200 кг. Чтобы эту тушу тормозить, стоят тормоза Brembo с дисками по 330 мм. О чем еще лукавят производители? Тишина моторов. Во-первых, все более-менее мощные электромотоциклы и электроскутеры, которые я пробовал, гундят во время ускорения и замедления. Бывают умеренно, бывает неприятно. У Энергики совсем все плохо. Во время езды всегда стоит высокий громкий свист, как будто кто-то в ухо кричит. Обычный ДВС слушать в большинстве случаев приятнее. При этом я этот крик слышу, а для окружающих я не видим. В этом смысле меня гораздо больше впечатляет мелкая техника, которая умеет быть беззвучной. Есть модели, которые в полуоткрытом шлеме не слышно во время езды совсем. Во-вторых, почти все электромотоциклы это Naked или спортухи, в которых ветер уже на 40 км в час начинает доставать. Уровень шума от ветра на Naked все равно затмевает шум двигателя, и все это продвижение как бесшумный транспорт и обзора не совсем правда, если вам никто не наступил на ухо. В итоге наибольшее удовольствие от езды я испытал от китайского электроскутера Super Soco CPX со стеклом. Мотора не слышно совсем, стекло хоть и неполноценно защищает от ветра с моим ростом, но убирает свист ветра, на любой городской скорости и приятно ехать. Ну и стекло здесь легко можно засунуть выше, а такая эргономика мне нравится больше, чем у типичных макси-скутеров. Также, в отличие от любых электромотоциклов за 5000 евро, здесь просторно для двоих с грузом. При этом можно купить версию на 2 батарейки с приличным для города запасом хода. Еще интересно, здесь быстросъемные батарейки, так что теоретически можно использовать скутер в каких-то ситуациях, когда рядом розетки нет. Домой таскать батарейки не будете, потому что каждая весит по 18,5 кг, а еще в руках продукты. Но это решает проблему, если вы где-то встали с пустой батарейкой. Вы просто вытаскиваете батарейку, доходите до кафешки, подключаете зарядку и вуаля. Либо если зарядки с собой нет, которая прячется под сиденьем, хотя бы на автобусе доезжаете домой. Либо если вы доехали в гости с заканчивающейся батарейкой, можно подзарядить. Относительно Энергики или Zero, здесь, конечно, мощности впритык с максималкой в 90 км в час. И знаете, с точки зрения европейского городского транспорта, это даже хорошо, он не провоцирует и комфортно едет по городу на легальных скоростях с пассажиром. Это просто техника для определенного ритма. В моих краях по городу все ездят без экипировки в открытых шлемах. Видишь летом чувака в черной экипировке, значит путешественник или бургеры кому-то везет. Курьеры Бургер Кинга единственные, кто в плюс 35 в фирменном экипе. Скорости другие. В европейских средних городах квартальная застройка с узкими улочками, нет таких длинных участков, где можно разогнаться, и скоростной режим принципиально другой. Кто брал в аренду транспорт на курорте, прекрасно представляет этот ритм. Да и без курорта можно сказать Веспа, и у всех в головах возникает определенная атмосфера. Просто сейчас на электроскутере еще больше этой самой атмосферы лета. Кстати, у Веспы тоже появилась электроверсия. Самый кайф электромотоцикла лично для меня, когда едешь поздно вечером в городе по мелким дорожкам, никого нет и ты беззвучно катишься с женщиной или один, общаешься или просто слушаешь море, стоя в тишине на светофоре. Это эмоции, которые ближе к поездке на велосипеде, чем на мотоцикле.
И да, большинство недорогих электроскутеров это чисто городской транспорт с максималкой в 70-90 км в час. Они нормально едут в городе и достаточно для обычных европейских трасс, где очень редко лимит выше 80 км в час без всяких плюс 20. Поэтому я на малокубатурках, даже 125-х, в Европе вообще не страдаю с точки зрения мощности, а на магистрали им делать нечего. По секрету скажу, что мне больше нравится в Испании в городе ездить на малокубатурной технике. Едешь разрешенные 40-50 км в час, и это по ощущениям хорошая скорость, больше и не хочется. Когда на каком-нибудь литре он толком скорость ровно держать не может, легкое движение ручкой и превышение. Не катаешься, а контролируешь скорость. Тесно таким аппаратом в городе на мой вкус. Еще есть нюанс. В европейских странах с категории B можно управлять скутерами или мотоциклами до 11 кВт или 15 лошадей, объемом до 125 кубик. Мототехника в южноевропейских городах в основном маломощная, и мало кто горит желанием сдавать на отдельную категорию А2, потом ждать несколько лет и пересдавать на А. А кто сдает, просто покупает отдельный большой мотоцикл для путешествий, скутер так и остается для ежедневной езды, потому что удобнее и по весу габаритам, и по расходу топлива, и не провоцирует. По этой же причине BMW CE04 продается и в задушенном варианте под категорию А1 или Б. Раз уж заговорил про CE04, поделюсь мнением. Он действительно необычно выглядит даже вживую. На фотографиях не понять, но у него необычные пропорции. Довольно низкий, наверное, чуть ниже обычных макси-скутеров, или так кажется из-за ровной лавки, при этом длиннее макси-скутеров большинства мотоциклов. Не удивлюсь, если это самый длинный скутер в мире. У четверки есть важное преимущество перед другими электроскутерами – полноценный отсек под сиденьем, в который входит любой шлем и всякая мелочь. Одно из самых больших пространств у электричек, которое я видел, правда, два полноценных шлема все равно не влезут. Не могу сказать, что мотор тихий, гудит, но как-то приятно, в отличие от энергики и Zero. Не уверен, что эргономика понравится любителям максиков, ради стиля пожертвовали спинкой водителя, а это самое крутое, что есть у макси-скутеров. Есть опциональное сиденье со спинкой водителя, но оно убирает необычные строгие линии и подчеркивает, что пассажиру тесно даже по меркам малокубатурных макси-скутеров. С этим стилем ни спинку пассажира не сделать, ни кофр воткнуть. BMW проморгали момент, что надо разработать стильный задний кофр, который выступает в роли спинки пассажира на макси-скутера. Сейчас предлагают только их стандартный страшный кофр от гусей, при этом он съедает половину пассажирского сидения. По фотографиям не очень понятно, но для пассажира там правда места с фирменным кофром нет. Шад и другие производители предлагают установку кофра с нормальным выносом, но все эти универсальные кофры выглядят максимально ущербно. Причем речь же не только о том, куда колбасу положить. Есть девушки, которые просто отказываются ездить на мототехнике без спинки из-за чувства опасности, а красивого решения проблемы нет. В общем, странно, шлемы и экипировку в дизайне CE выпустили, а кофра нет. Стекло тоже ради стиля сделали футуристичным обрубком. На фоне бензиновых скутеров BMW или топовых макси-скутеров оно довольно условно работает. В опции есть высокое стекло, но выглядит уже не так стильно. По-честному, Супер Соко в 2 с лишним раза дешевле, а в версии с одной батарейкой буквально в 3 раза дешевле, но больше понравился. Ветрозащита сопоставима, динамики достаточно для европейского города с кварталами. Запас хода где-то в одной лиге из-за слабенького мотора, более компактный и весит ровно в 2 раза меньше. Больше ощущения гаджета, а не скутера. Еще у CE04 есть проблема с точки зрения городской эксплуатации. Это очень длинный аппарат. Длина мотоцикла тютелька в тютельку, как у кросстурера, поэтому не понаслышке могу объяснить, в чем проблема, которую осознал, переехав в Испанию. Дело в том, что ни кросстурер, ни CE04, ни голда не встают перпендикулярно на большое количество городских парковочных мест. На обычной городской улице довольно часто нельзя запарковаться между машинами или на выделенной мотопарковке, просто колесо вылезает на полосу движения сантиметров на 10 и реально мешает. Иногда приходится парковаться метров на 200 дальше, где есть возможность встать по диагонали. Мелочь, но может свести с ума. С точки зрения крутизны, за такую цену настолько понтового и интересного аппарата не знаю. Тем более псевдокафе-рейсеры надоели, а тут реально что-то свежее по дизайну.
И, видимо, BMW очень четко просчитали свою аудиторию, за сколько люди готовы купить технику для города. Предыдущий электроскутер BMW, насколько я понимаю, стоил немного дороже и выглядел как заурядный Максик. Если бы я каждый день ездил на работу, за CE 04 не жалко двенашку отдать. У Zero цены начинаются где-то от 16 тысяч евро, но лучше приходить с двадцаткой. Мотоциклы Energica, Livewire и Lightning начинаются от 20 тысяч евро с лишним. Даже китайский Allrenda Bravo стоит 11 тысяч евро. Конечно, есть люди, которые готовы на игрушку столько денег потратить, но в Европе я вижу другую картину. Потратить 20 тысяч евро с лишним на туристический большой мотоцикл могут многие европейцы, поэтому ГС, РТ, Multistrada и так далее охотно покупаются. Однако для города те же самые люди покупают компактный дешевый мотоцикл или скутер. Лично мой психологический порог для городской игрушки где-нибудь 7 тысяч евро, но наверняка довольно много людей готовы потратить 12 тысяч евро, особенно в скандинавских странах, где еще фактор стоимости бензина влияет. Также в большинстве европейских стран действует программа поддержки электротранспорта. Реальная цена после всех выплат окажется не 12 тысяч евро, а 10-11. И очень важно, что Супер Сока за пару лет потеряет в цене половину, то есть смысл в нем только если купить и катать до упора. Скажем, лет 7, пока заметно не деградируют батарейки. Дальше мы попадаем в ловушку дешевого электротранспорта. Когда покупаешь премиальный мотоцикл, батарейки получаются не так, чтобы дорого относительно стоимости модели. А две новые батареи на Супер Сока стоят больше половины нового электроскутера, жаба задушит. И BMW, очевидно, будет медленнее терять в цене, как обычный мотоцикл. Например, сейчас 4-5-летний Sea Evolution стоит 7-8 тысяч евро. Супер Сока лет через 10 точно никому не будет нужен, а BMW все еще будет понтовым. С другой стороны, за 7 тысяч евро можно купить испанский электромаксик Nerva Exi, уже с претензией на быстрый тяжелый аппарат, в отличие от китайцев за 5000 евро. Он, конечно, медленнее, но не так, чтобы драматично. У того и другого ощущение просто комфортного разгона. Разница примерно как между 650-кубовыми и 800-кубовыми мотоциклами. Что на BMW я ручку до упора откручивал, что на Нерве, без ощущения, что колесом пробуксовывать начнет. До 120, что тот, что другой приятно разгоняются и упираются в ограничитель. Нерва попроще, но с точки зрения качественного Максика на каждый день принципиальной разницы в комфорте я не вижу. Точнее, не на 5000 евро. Да и ветрозащита с посадкой мне у Нервы даже больше понравились. Да, у BMW есть ряд хороших фишек. Бесключевой запуск и такой же экран, как у RT. Соответственно, есть навигация с картой, а не убогими стрелочками. Нерва на фоне этого великолепия ничем похвастаться не может. Сами батарейки NMC 811, которые также используются в новеньких электромобилях BMW iX, реально топовые. Это свежее поколение литий-ионных аккумуляторов, которые буквально пару лет начали выпускать, с хорошей емкостью на единицу объема и веса, что по идее важно для скутера. А с другой стороны, у мотоциклов дороже типа Zero и Energica батарейки в 2-3 раза больше емкости. Чисто по емкости BMW все-таки ближе к скутерам 1000 за 8. Не удается отойти от сегмента Нервы. Тут, кстати, интересная битва идеологий. Нерва использует батарейки LFP. LFP того же производителя использует Tesla на новеньком Y, собираемом в Германии. У LFP на треть ниже емкость на вес и объем относительно батареек, используемых BMW, однако идеология LFP держится на 3 китах. Срок службы выше, медленнее идет деградация. Утилизация таких батареек экологичнее, чем NMC. Третий кит – аккумуляторы LFP считаются более безопасными, в том смысле, что термически стабильны и кратно ниже риск возгорания при физическом повреждении аккумуляторов, например, при ДТП или перезаряде. Далеко ходить не нужно, буквально месяц назад началась отзывная кампания у электромобилей BMW iX, где стоят такие же батарейки, как у CE 04. Смысл в том, что батарейка могла вызвать короткое замыкание с риском возгораний, а ее никто даже не бил, просто брак производства Samsung накосячил. Предупреждение NHTSA начинается так. Владельцам рекомендуется не садиться за руль и не заряжать свои автомобили, а также парковаться снаружи и вдали от построек до устранения. Что Нерва, что BMW дают 5-летнюю гарантию на батарейки. И если уж докапываться до деталей, есть к чему. Например, такая небольшая деталь, что тормозные рычаги у BMW не имеют регулировок. Не ожидаешь такого на скутере за 12-14 тысяч евро.
Я всегда говорил, что самый простой способ определить уровень компонентов мотоцикла или велосипеда — посмотреть на тормоза. Тут у нас тормоза Хэйхуан, которые явно ассоциируются с китайскими мотоциклами, а не премиумом. Давайте в этот раз не будем играть в нашу классическую игру, я тыкаю пальцем, где BMW занимается Краиловым, а вы в комментариях пишете, что я просто не могу себе позволить этот скутер. Я не к тому, что все ужасно. В комплексе достойно работает по принципу разумной достаточности с поправкой на чисто городской аппарат. И у Нервы начинка не лучше, я о том, с чего начал ролик. Это не совсем тот же уровень комплектующих, который вы ожидаете от бензиновых мотоциклов за те же деньги. Это касается всех электроскутеров, не только BMW. Не буду говорить, что четверка переоценена, сама по себе цена за готовый продукт адекватная, ровно между тихоходными и быстрыми аппаратами. Если брать только премиальные аппараты, четверка явно дешевле электрических конкурентов без существенных косяков. Если сердечко бьется от такого дизайна, можно брать, ничего против не имею. Заявленный разгон у BMW 2,6 секунды. Правда, до 50 км в час. Все привыкли, что бодрые мотоциклы разгоняются до 100 секунды за 3. BMW по замерам журналистов разгоняется до сотни за 9 секунд. Звучит так себе, но для макси-скутера это приличная динамика. Да, есть скутеры быстрее, даже 20-летний T-Max быстрее, но мне было комфортно разгоняться. Удивительно, я защищаю BMW. Стоит оговориться, что я катался на стоковой версии, где доступны только тухлые режимы и роуд. В режиме Road чувствуется, что передача мощности на колесо как-то электроникой поджимается и сглаживается. На электромоторах похожей мощности в спортивном режиме чуть больше подрыв со старта. Здесь такого нет, я почти всегда стартовал с выкрученной до упора ручкой. Как водится у BMW, нужно докупить отдельный пакет с опцией с режимом Dynamic. Специально поискал, пишут, что действительно появляется ощущение рывка на старте, не только чувствительность ручки газа меняется. Да, это деньги за воздух, спасибо, что пока без подписки, но сам пакет стоит всего 450 евро, и там уже появляется угловая ABS с адаптивным светом, так что наверняка большинство будет брать. И я советую взять с Dynamic, потому что Road, к сожалению, не дает огонька, это может разочаровать. У BMW довольно спорное решение. Уровень рекуперации зачем-то привязан к режиму двигателя. Сильная рекуперация привязана только к дохлому эко-режиму, сами на нем катайтесь. В остальных режимах торможение от рекуперации почти не ощущается, но замечаешь, что если бы просто накатом подъезжал к светофору, остановился бы немного дальше. Энергика сама останавливает так, что тормозом реально не пользуешься почти никогда, и тормозная система практически не требует обслуживания, и это удобно привязывать именно к самому мощному режиму двигателя. У BMW не так, но не сказать, что минус. Рекуперация не особо важный элемент для электромотоцикла. Запас хода увеличивает чуть-чуть, зато лишнее жужжание и ручку газа не отпустишь. Экономия на тех же колодках при общей стоимости техники — ерунда. С другой стороны, к рекуперации привыкаешь, что это и есть тормоза, это скорее про стиль жизни, чем про экономию. Если владеть и электромобилем, и электромотоциклом с рекуперацией, самое то. Помню первое впечатление от бензинового мотоцикла после длительного теста энергики. Тормоза отказали. Надо самому тормозить. Еще из необычного у BMW – жидкостное охлаждение мотора. У таких слабеньких электромоторов обычно воздушное охлаждение, что позволяет забыть не только о замене масла и свечей, но и антифризе. Здесь, скорее всего, очень хотели капотированную внешность, либо проектировали мотор как прототип более мощного, где уже понадобится жидкостное охлаждение. Электромотоциклы требуют меньше обслуживания. Можно забыть о фильтре, масле и антифризе у большинства моделей. Еще большинство моделей, кроме левого Китая, оснащаются ремнем. Все это играет злую шутку с электромотоциклами, владельцы за ними перестают следить. Я несколько БУ электричек встречал, и они все в довольно плачевном состоянии для своих лет, потому что не обслуживались совсем. Недавно на неделю брал 8-летний Zero. Я мог взять свежие, их довольно много в Испании, но интересно было попробовать именно старый, со всеми косяками первых моделей. Всего 8 лет, а мотоцикл в ужасающем состоянии. Вся подвеска — это пружина без масла, и после лежачего полицейского мотоцикл туда-сюда качается раз 5-6. Тормоза запущенные, у них как будто 3 ступеньки в работе, но владелец говорит, что это больше проблема модели.
Вот эти пятна на желтом — это не грязь, а пластик так попортился. А вот что с мотором и батарейкой, не подскажу. Владелец менял мотор по отзывной компании Zero. Там была проблема с риском клина и бесплатно меняли моторы, так что на этом аппарате двигателю всего года 4. Плюс 3 года назад менялась батарея, не помню из-за чего. За 3 года, понятно, батарейка еще не деградировала. Кстати, что старый, что новый Zero жужжат. Тут есть нюанс. С электромотоциклами такая история. Когда с ДВС ездишь и пересаживаешься на любую электричку, ого, как тихо и классно. А через неделю замечаешь, насколько комфортно с действительно тихими электромоторами и как начинают напрягать визжащие. Тяжело, когда привык к электричке, а не просто покатался, пересаживаться на ДВС. Какие-то вибрации, бесконечный шум и еще дико раздражают провалы на каких-то оборотах и задержки на переключение. На электричке быстро привыкаешь к единственной ровной передаче без сцепления и даже с 10 переключений воспринимаются как рудимент. А еще прогрев, в том смысле, что первые пару километров на холодную ДВС работает дерганно. Особо бесит, когда тебе всего-то нужно 2 километра в магазин съездить. Если сравнивать с малокубатурной бензиновой техникой, а это одна категория, ездить точно на ДВС не хочется. Низов нет, динамики тоже, двигатель на разгоне орет и надрывается. Еще один интересный эффект, который я испытал после первого длительного теста электромотоцикла, пересев обратно на ДВС. Ощущение нормы изменяется, и оказывается все бензиновые двигатели вибрируют. Я имею в виду все, кроме оппозитов BMW. Основные вибрации в ДВС из-за движения поршней в разных направлениях с постоянным ускорением и замедлением. Чем тяжелее поршни, тем сильнее инерция и тем сильнее вибрации. Поршень по инерции летит вверх, а какая-то сила обязывает его двигаться в обратном направлении. Потом поршень по инерции летит вниз, его опять кто-то дергает вверх. Это создает первичные вибрации. Вибрации второго порядка происходят из-за шатуна. Опять же из-за того, что у него нет постоянного вращения, а есть быстрые ускорения и замедления. Все это складывается с силы качения. Какие бы хитрости инженеры не использовали, любой ДВС с поршнями на легких мотоциклах вибрирует, меньше или больше. Электродвигатели — это просто индукционное вращение ротора вокруг своей оси, поэтому вибраций в норме быть не должно совсем. Если есть вибрации, значит что-то сломалось. Собственно, диагностика электродвигателей и проводится снаружи анализом вибраций, а ДВС все трясутся в норме. Это все понимают, но не принимают. Когда вы управляете мотоциклом с ДВС, мозг пытается убрать вибрации, чтобы не тратить на них внимание, поэтому если нет ничего запредельного, кажется, что у вашего мотоцикла отсутствуют вибрации. Это такой психологический трюк. И только после того, как вы сядете на свой мотоцикл после модели, которая вибрирует меньше, вот тогда почувствуете. После долгого теста электромотоцикла вибрирует вообще все. Мозг привыкает, что нет вибраций, это когда их действительно нет. Отличить едущий электромотор от выключенного, держась за руками за руль, просто невозможно. Я после энергики домой возвращался на NC-шке, помню самые первые ощущения. Прям по почкам поршнями лупит и молотит руки в фарш даже на холостых, хотя в реальности у NC довольно мягкий моторчик. На трассе ощущение быстро ушло, потому что с электричкой все равно добавляются неровности дороги, биение ветра и так далее. Максимальная разница заметна в пробках. Эффект пропадает где-то через день, если ДВС раньше казался мягким, к нему быстро привыкаешь. Сейчас, когда я периодически езжу и на ДВС, и на электрике, совсем перестал чувствовать этот переход, пересаживаясь с одного на другое. Зато переход между тишиной и шумом до сих пор впечатляет. Почему я взял себе электроскутер? Сейчас нормальных электроскутеров тысяч за 5 довольно много. Я имею в виду такие, чтобы можно было и пассажира катать, и груз. Мотоциклы до 10 тысяч евро — это, во-первых, Китай-Китай. В Испании продают под марками Ebroch, Zitmove, Urbet и так далее. В России такой продают под маркой Simargal Electro. Не, может какие-то есть хорошие, но те, что я смотрел и пробовал, по качеству страх и ужас. Ездишь вроде тихо, но периодически какие-то китайские звуки. То металлические, то пластик где-то потрескивает. Начинка вся простенькая, тормозов, как правило, маловато, эргономика кнопок и прочего странная. Все приколы с тем, что есть личинка бензобака, а там просто провода торчат или пустой настоящий бак. Или когда можно поставить второй аккумулятор, но параллельно не работает, надо вручную кабель перетыкать.
Про Европу я могу понять, типа экономия на топливе, если каждый день эксплуатировать. Особенно если сезон круглый год, и электрички просто обязаны стать популярным средством передвижения. И вторая проблема – это все какие-то копии 300-кубовых мотоциклов типа Ниндзя, даже если сборка более-менее неплохая. Да, мощность в районе 5 кВт для города достаточно, но по эргономике на таких мотоциклах взрослому человеку неудобно, а пассажиру совсем ловить нечего. Я много такого перепробовал, реально все мотоциклы дешевле 15 тысяч евро, во всяком случае в Испании. Какая-то ерунда для малышей, а недорогие скутеры вполне удобные. Наверное, стоит какие-то итоги подвести. Я отдаю себе отчет в том, что для владения электротранспортом должно сойтись несколько факторов. Во-первых, надо жить или в своем доме, или иметь паркинг с возможностью подвести электричество. Во-вторых, электричка – это второй или третий мотоцикл, но вряд ли единственный, иначе сложно спорить с аргументом «лучше бы за эти деньги гуся купил». А вот когда у тебя уже есть и гусь, и даже «Жигули», тогда все в порядке. Но и должна быть какая-то идея, ради чего оно все нужно. Я для себя нашел, мне нравится ездить в тишине и ощущение прогулки, поэтому лично мне по душе слабые, но бесшумные модели. С локальными особенностями, европейские скорости, плюс я живу не в мегаполисе, а в курортном городке и в основном езжу по узким медленным улочкам. Я катался на электромотоциклах в крупных городах, где в каждую сторону по 3 полосы, какого-то особого ощущения нет, все равно шум большого города есть, ездишь на ДВС или электричке, не такая разница, там я бы пока не стал покупать. Не хочется выжимать сцепление и щелкать передачами? Любой скутер или Honda с 10 значительно дешевле. Какой-то чумовой разгон? Если речь о мотоциклах попроще, дешевле 20 тысяч евро, хотя реально быстрые спортивные электробайки легко переваливают за 40 тысяч. За те же деньги всегда можно купить более динамичный коптящий мотоцикл. Особенно если ездить на высоких скоростях. Электромотоциклы очень часто после 130 сдуваются. Например, старушка ВФР 1200F. Вот и автоматическая коробка, и мощность. 1000 за 8 можно найти в прекрасном состоянии. По отдельности ничего такого электрички не дают, но в комплексе работают уже сейчас. И дальше только лучше будет. Я с интересом жду электрический Триумф, электрические новинки от Ducati и Livewire, а дальше подтянется и средний сегмент. Единственная проблема, что же делать с путешествиями. Можно пойти по пути увеличения скорости заряда, а не то как сейчас, либо использовать стандартные быстросъемные батареи по принципу газовых баллонов. Соответственно, и заряда ждать не надо, и для дальников можно вместо канистр примотать дополнительные батареи, но там встанет проблема с мошенниками, потому что одна заурядная батарейка сейчас стоит 1500–2000 евро. Тяжелый класс адвенчеров будет, хотя пока смысла в той же Xperia нет, да и батарейки слишком дорогие. Эндуро тоже будет. И сейчас есть жизнеспособные внедорожные электромотоциклы с низким весом и запасом хода километров на 50. А вот полноценный среднекубатурный тур-эндуро на электрике килограмм на 200 с запасом хода по трассе хотя бы 300 километров с текущими технологиями вещь невозможна. Еще непонятно, что делать с характером байков. Даже если не фантазировать, что какой-нибудь Bosch просто будет выпускать серию готовых моторов, производители их будут применять, как это происходит с подвесками или тормозами. Brembo или Nissin, вот и весь выбор. Я это не из пальцев взял. Сейчас на базе электромоторов Bosch вполне выпускают разные электроскутеры, европейцы и индийцы. Я более глобально говорю. Как оно у обычных мотоциклов с ДВС? Тут у тебя 2, 3 или 4 цилиндра со своими фишками. Тут у тебя низовые, ровные или верховые двигатели. Оно все по-разному вибрирует, по-разному с разными глушителями звучит, с разным центром тяжести по-разному рулится и так далее. Вот это мы теряем. Уже сейчас, если сравнивать электромотоциклы одной мощности, они будут ехать и ощущаться очень похоже. Чуть-чуть разница по звуку и все. Из-за низкого центра тяжести они еще и при езде довольно похожи и неваляшечные ощущения вызывают. Через 15 лет, наверное, захочется сесть на оппозит, раскрутить его до 5000 оборотов, чтобы аж до позвоночника пробрало, проехаться 130 метров, всплакнуть, на чем деды катали, и дальше пересесть на комфортную электричку. Но пока можно не выбирать, а просто наслаждаться жизнью. Подписывайтесь на канал и не переключайтесь. Поняли каламбур?